Бункер. За бортом 40 градусов мы на болгарском мысе Акин. Едем смотреть руины древней крепости и военный бункер Второй мировой. Плетемся уже 20 минут, как черепаха по бывшей территории военной части. Вот уже первые бетонные сооружения, но тропинки нет. Значит, ничего интересного. Пока не полезем. Ну, может, потом глянем. А вот и первые остатки береговой батареи. Похоже на так называемый орудийный двор. И тут в центре стояла пушка. Трудно себе представить, но когда-то тут был строго охраняемый военный объект. Смотрите, какая красота. И впереди не только сам мыс, но и вот остатки крепости. Крепость Акра. Не путать с одноименной крепостью в Иерусалиме. Это была построена в V веке нашей эры. Уже византийцами. Вот так, возможно, она раньше выглядела. Между камней прослойка из металла. Непонятно. Может, чтобы разделять старое и новое? Остатки другой башни и внутренняя часть стены. Глиняные плитки – это остатки полов внутренних помещений. Там, возможно, находились солдаты. Ведь эта крепость защищала когда-то большой портовый город. За столетия уровень моря поднялся, и при низкой воде на морском дне можно увидеть остатки затонувшего города. Но крепость уничтожила не вода. В VI веке ее разрушили авары, и она потом сгорела. А в 20 веке военные дорушили уже все разрушенное. По одной гипотезе, первый город назывался Акин, а вот Акра появилась позже. Ведь портовую часть крепости в XII веке отчасти заново отстроили. И вот по этой гипотезе это были крестоносцы. После поражения в Третьем крестовом походе многие перебрались сюда и назвали это место в честь покинутого города Ака, что в Западной Галилее. Но это лишь гипотеза. На самом деле первые нормальные раскопки начались тут буквально лет 10 назад. Но, как часто бывает, быстро все раскопали, посмотрели, закопали, опубликовали работу и, конечно же, забыли. Акин это или Акра, все заросло травой. Так что топаем к бункеру. Вот и командно-дальномерный пост. Принято считать, что строительство батарей началось после вступления Болгарии в войну на стороне Тройственного пакта в 41-м. На самом деле все началось годом раньше, в связи с итало-греческим конфликтом. Боялись десанта с моря. Так что к началу войны тут стояла целая дивизия и контролировала весь залив. Спускаемся вниз, и вот командный пост. Но внутрь туда не зайти, все вокруг заросло колючим кустарником. Разруха. Немного подальше находится, как я понимаю, командная башня. Решения и действия командиров были тогда тесно связаны с деятельностью немецких войск. А в 44-м, когда Красная Армия занимает регион, командир батареи сдает ее без сопротивления. Она немного разрушена, но уже очень хочется попасть внутрь. Так что будем искать вход. Но вместо входа находим артиллерийское гнездо. Тоже интересно. Остатки кабелей, вот он уже вход. Немного современного мусора. Внешний вход, но тут все реально заросло. Так что пойдем лучше назад. В 43-м тут было все заминировано из-за опасности высадки противника на это живописное, но опасное побережье. В том же 43-м миноносец «Отважный» напарывается вот на те подводные камни. 15 человек погибают. Он не первый. В 31-м тут терпит крушение французский сухогруз. Морякам с миноносца поставили тут потом памятник, а неподалеку непонятное бетонное кольцо без входа. Сначала не увидели из-за травы. Снова остатки каких-то бетонных сооружений. И вот он, вход в бункер. Включаем фонарики и идем внутрь. Судя по надписям, бункер был уже давно заброшен. А первые надписи оставили солдаты-срочники, которые служили рядом в военной части.
Она просуществовала до 90-х. Прощай дневной свет, и вот мы внутри. Тут круто. Так, слева какие-то помещения. Краска сохранилась. Но вокруг реальная разруха. Смотрите, просто все вырвано. Это, походу, вентиляционные трубы. В другом помещении тоже труба, и тут нам труба вырубается, блядь, свет. Не покупайте дешевое снаряжение. И вот тут в лучах резервной лампы ты понимаешь, насколько, здесь темно. Что за помещение, тоже непонятно. Непонятно, что тут было. Да и реально темно. Вероятно, скорее всего, стояло какое-то техническое оборудование, судя по дыркам в стене. Да будет свет. Покупайте немецкое, качественное. Так, тут какие-то помещения тоже. Непонятно, но со светом лучше. Смотрите, какой цвет у стен. Прямо из фильма ужасов. Неуютненько. Главное не навернуться. А то будут ужасы. Связи-то нет. Так, а это уже другое помещение. Посветлее, побольше и другим цветом. Походу, еще один вход. Нет, это просто бетонный колодец. Смотрите, внутри даже плитку сняли. Но тут что-то большое стояло и тяжелое. На постаментах. Может быть, генераторы. На стенах было когда-то очень много приборов. Остались только их силуэты и крепления. Арматура довоенная, без зазубрин. Часть ее уже растащили. Откуда эти разрушения? Это же бункер. Значит, не такой крепкий, как думается. Все посмотрели, проверили свет, ну и пойдем дальше. Смотрите, какой контраст. Синий и зеленый. Наверное, раньше имело значение. Возвращаемся в главный коридор. Тут была когда-то дверь, вынесли. Так, отсюда мы пришли. Значит, нам идти в другую сторону. Логично. Коридорчик-то длинный. Прошли уже метров 20. Ступеньки ведут еще ниже. Стены уже не бетон, а натуральный камень. Немного странно. Так, а тут помещение находится только с правой стороны. Одинаковые маленькие комнатки. Может быть, для документов? Надпись на болгарском, но я не понял, что тут написано. Вдалеке уже второй вход в этот бункер. Стены тут покрашены только в зеленый цвет. До потолка. На стене вот еще остатки рисунка морячка. Через этот выход раньше можно было пройти напрямую к тому артиллерийскому гнезду, что мы видели. Но почему его сделали из камня? Шаг назад, и вот он, центр бункера. Небольшие помещения расположены и слева, и справа. Но смотрите, они разных цветов. Вероятно, разного назначения. Что интересно тут было? Если непонятно, надо идти дальше. Состояние бункера вроде неплохое. Но посмотрите, с какой брутальностью потом вырывали двери. Двери тут были, походу, могучие. Вот еще одна зеленая комнатка. Напротив тоже зеленая. Смотрите, а стены-то изнутри были раньше обшиты деревом, не голый бетон. Вот еще одна зеленая комната, уже можно запутаться. И вот еще одна комната, но вот в ней уже вход в командную башню. Красиво потолок-то исписали. Ура, мы на месте. И поднимаемся. Не убились. Вот отсюда велось командование батареи. Раньше было видно море.
А это, как я понимаю, фундамент перископа выдвижного. Наверху ведь дырка. Так, для понимания, зачем нужны эти маленькие железные бойницы, если они направлены в другую сторону? Может, кто-то объяснит? Ну, вроде и все. Цель достигнута, и мы идем назад. Точнее, лезем. Снова по ступенькам, которые очень похожи на средневековые. Ну вот и все. Выбрались. Так что до новых встреч. Пишите, ставьте лайки.